появится интересный значок. Ну вот да, вот сейчас он должен появиться. Спасибо рестриму. Прям ребята работают, молодцы. Да, все, окей, все пошло. Итак, я возвращаюсь к нам, вот сюда. Коллеги, значит, сейчас мы с вами встречаемся в очередной раз в субботу, да, в 10 часов. У нас такая запланированная встреча нашей мастер-группы. Плюс сейчас прекрасная возможность тех, кто не пришел, кто не подключился, у кого какие-то там проблемы с Zoom, не могут настроить, да, вы сейчас можете нас смотреть в нашей официальной группе, на нашем официальном канале, на моей неофициальной страничке в Одноклассниках, в Перископе и так далее. То есть перечислять все не буду, делается это через сервис Restream. Утром были какие-то технические проблемы, сейчас они решились, и вот сейчас запись идет, и все это автоматически выкладывается в социальные сети. Но, как вы видите, я реализовал свою любимую цель и задачу. Я уехал от вас на море, ПМЖ, в Болгарию. Вот сейчас вот сижу недалеко от пляжа, тут вот люди какие-то ходят полностью одетые. Да, запись уже идет, спасибо. Вот. Но наши встречи по субботам в 10 часов мы не будем с вами прекращать, потому что помочь всем пройти нашу открытую часть тренинг-центра очень хочется, рассказать о том, что там делается. Сегодня я именно об этом расскажу. То есть что у нас сегодня с вами будет. У нас сегодня будет, во-первых... То есть мое лицо такое, знаешь? Да, вот кто не отключил звук, я тогда буду отключать, потому что вы все-таки будете, ну, пока мешать. Когда захотите задавать вопросы голосом, пожалуйста, задавайте. Сейчас давайте я немножко поговорю. Вот, но чтобы не пугать, давайте все-таки я сделаю в привычном варианте, вот в таком. Так, наверное, лучше, да? Итак, коллеги, что у нас сегодня будет? Я расскажу о том, что на данный момент реализовано в нашем тренинг-центре. Открытая часть готова. Расскажу, как с ней работать, что сейчас изменилось в процессе обучения. С моей точки зрения, он стал более понятным, более логичным. И теперь тех, кто будет приглашать своих друзей, знакомых, партнеров, вообще просто людей, которым это интересно, вам будет меньше тратить время на объяснение, что и как делать. Сейчас процесс обучения, как сказала Ольга Васильевна, он у нас пошаговый, то есть схема по шагам. И из-за того, что есть вот эта пошаговость, обучение будет идти более эффективным, более понятным, станет более эффективным, более понятным. До этого все сделано, но, конечно, дорабатывать будем. Второй вопрос, который я хочу сегодня осветить. Уже многие делают задания основного курса, как я сказал, оформляют свои профили. Вообще-то основной курс проверяет Ольга Васильевна, потому что там все-таки очень много информации, которая связана именно с построением структуры. В этом у Ольги Васильевны колоссальный опыт, и лучше, чтобы она этим занималась. Вот, но я просматриваю некоторые задания, которые вы делаете, и вижу оформление некоторых профилей. Поэтому я сегодня об этом обязательно скажу, у меня даже вот это вот записано. И последний вопрос, который я сегодня хочу с вами обсудить, это наша закрытая часть. Что там сейчас надо делать? Я просто хочу с вами посоветоваться, потому что с понедельника я начну активно заниматься именно закрытой частью. Но мне хотелось бы получить от вас обратную связь, чтобы вот эти уроки, они были максимально эффективны вам вот на данный момент времени, вот на этот момент самоизоляции. Поэтому я, скорее всего, вам предложу немножко переориентироваться, сделать чуть-чуть по-другому. Надеюсь, вы поймете, подскажете. Короче, решим. Всем понятно, что сегодня будет у нас на встрече. Если понятно, пожалуйста, напишите в чате, как пользоваться чатом в Zoom. Надеюсь, все знаете. Открывайте Zoom и пишите «понятно». Если непонятно, пишите «непонятно». Если у кого-то есть какой-то сразу вопрос, пишите его, я сразу отвечу перед началом. Так, вижу, все понятно, да. Понятно 3 человекам из... Сколько у нас сейчас? У нас сегодня стало меньше, но у нас сегодня, с моей точки зрения,
мега достижение, я очень благодарен. Нина Кузьминична, я вас одну вижу, вот одну вас вижу, вот всех не вижу, но вас вижу. Спасибо вам. Так, ладно, все понятно. Давайте сделаю такое небольшое, ну не то что лирическое отступление, а внесу ясность. Мне очень часто приходится общаться с разными людьми, особенно в интернете, особенно с теми людьми, которые начинают. Вопросов много люди задают. И очень многие, ну не скажу, что очень многие, ладно, скажем так, есть часть людей, которые начинают свои неудачи, то, что у них не получается что-то, на кого-то переводить. Чаще всего эти все неудачи оправдываются тем, что а вот если бы у меня было это, а вот если бы у меня было так, а если бы вот было вот так вот. То есть чаще всего люди ищут причины своих недостатков где-то вне себя. Но основная причина все-таки, это уже, ну, лично мой опыт так говорит, что основная причина только в одном, что вы все-таки не хотите этого делать по каким-то понятным только вам причинам. Но если человек чего-то хочет, он однозначно это сделает. Вот реально, может быть, не сразу, может быть, с трудом, но однозначно сделает. Вот посмотрите, Нина Кузьминична вот наконец-то она подсоединилась к нашим трансляциям, хотя человеку, конечно, это было не совсем трудно, потому что не совсем легко, потому что все-таки опыта использования, ежедневного опыта работы с компьютером у многих вот из здесь присутствующих не так много. Ну, поэтому мы сделали вам такой замечательный курс, как компьютерная грамотность. Поэтому изучайте и решайте вот эти технические проблемы. Но было бы желание. Вот если желание будет, если оно есть, ну, тогда у вас вообще все будет хорошо. Итак, значит, что сейчас у нас реализовано на данный момент в нашем тренинг-центре? Тоже мини-отступление. Я продвигаю тот профиль технический, на основе которого я рассказываю, как что-то делать в интернете. Вот, естественно, на этот профиль сейчас пошла колоссальная активность от людей, которые предлагают много всяких услуг в интернете. Естественно, предлагают очень много заманчивых предложений вступить в проекты. И я заметил следующую тенденцию, что сейчас колоссальное количество компаний все-таки создает свои обучающие центры. То есть мы не единственная компания, которая сделала свой обучающий центр, но может быть единственная или одна из немногих компаний, которая не говорит о том, что мы единственные, что у нас обучающий центр. Вот читаю те предложения, которые мне засыпают на мой технический профиль, представители других компаний, и все. Мы первые, мы единственные, вот это уникальная технология обучения и так далее. Но никакой уникальности нет, как вы понимаете, ничего нового придумать нельзя. И вообще обучающий центр, как вы понимаете, он все-таки сам по себе мало чему учит, потому что обучающий центр – это записанные уроки, но благодаря тому, что мы их систематизировали, их проходить лучше и удобнее, но учите вы. То есть тот человек, который пригласил. Вот сейчас получается, что многих учит Ольга Васильевна, и кому-то я там еще помогаю. Да? То есть все-таки на любом обучающем центре важны не какие-то уникальные уроки, в кавычках, да, а все-таки та обратная связь, которая дается либо пригласившим человеком, либо техподдержка этого сервиса. Понимаете, вот у нас, с моей точки зрения, в плане техподдержки нормально, да? Поэтому все, кто задает вопросы, я стараюсь на них отвечать. И поверьте мне, такого не везде и не у всех. Вот я сейчас только вам сказал, что Restream – это реально крутой сервис. Почему? Потому что у них техподдержка – это люди, которые помогают. И я равняюсь вот на таких людей. Я понимаю, что просто перевести человека куда-то, дать ему записанные, какие-то уникальные уроки в кавычках, да, и типа разбирайся с ними, они еще вот таким вот валом лежат, как у большинства, в большинстве обучающих центров. Человек ничему никогда не научится. Вы его просто на какую-то замануху уникальности пригласили в свой центр, да, человек пришел, разочаровался, и потом начинает плеваться на все обучающие центры, на все эти сетевые компании и так далее. Вот я делаю все возможное, чтобы у нас такой фигни не было. И очень вас прошу, если кого-то приглашаете, однозначно помогайте людям, которых вы пригласили. Значит, что у нас на данный момент сейчас есть? Во-первых, полностью переписана
Ну, кстати, вот сервис Restream, вот это я, чуть-чуть с запаздыванием, но я сейчас в наш центр обучающий вернусь. Кстати, кто еще не видел, Ольга Васильевна разместила информацию о Томаса. Еще одна информация о лапушке, ну, так его будем называть. Почитайте, очень много полезной информации. Но я пойду в наш раздел обучения. Обучение МАИ, вы идете в раздел спонсоров, да. Что сейчас реально сделано в плане системности, понятности обучения? Полностью переписали, но об этом я уже говорил, методику входа в обучающий центр. То есть полностью записаны 2 новых ролика. Они у нас лежат в нашем первом курсе, который называется «Начни с меня сейчас». И в этом курсе лежат ссылки на 2 ролика, как пройти регистрацию. Слышу чьи-то микрофоны, пожалуйста, отключайте. То сейчас вернусь, подключаю сам. Вот, в этих роликах рассказано, как правильно сейчас, в связи с изменившимся тарифным планом нашим, который сейчас предлагает очень много возможностей, регистрироваться. Но здесь не просто показано, как регистрироваться, а что нужно делать и после регистрации сразу. И главное, что нужно делать вам, как человеку, который пригласил кого-то в обучающий центр. То есть здесь не только регистрация, а вся вот эта вот цепочка, чтобы было понимание, когда кабинет подтверждается, как подключить уроки. И последнее, что говорится в этих роликах, это с чего начать. И вот сейчас в ролике написано или сказано голосом: начните, пожалуйста, с тренинга, который называется «Как пользоваться учебным центром». Я его сейчас взял, даже немножко переименовал. Видите, написал «Начни с меня». Но, коллеги, мы же в России с вами живем, правильно? Вот если мы живем с вами в России, то пиши, не пиши, обводи, не обводи, то есть показывай, не показывай. Все равно народ будет делать что-то как-то по-другому и как-то по-своему. Кстати, вот то, что я сейчас сделал, это возможность зума рисовать. Опять же, об этом записан ролик, он лежит на канале. Кому интересно, посмотрите, точно так же, как и записан ролик о виртуальном фоне, который сейчас за мной. Все есть, пользуйтесь. То есть даже если мы написали, что начни с меня, все равно народ начнет с чего-то другого. Либо вот как сейчас кто-то написал в чате, что очень уже много информации и как бы происходит какая-то путаница. Я с этим полностью согласен. Но почему происходит путаница? Потому что человек зарегистрировался, ему дали доступ к личному кабинету, и человек начинает подключать курсы. На данный момент у нас 5 курсов в свободном доступе, и он все 5 штук их подключил. Все подключил и имеет доступ ко всем этим курсам. Как происходит обучение в таком режиме? Я выполнил урок из одного курса, отправил его на проверку, а проверяется сейчас все руками, поэтому требуется время. Да? Ждать не хочу, выполняю урок из следующего курса, опять же отправляю его на проверку и так далее. Поймите, что вы сразу как бы в нескольких местах учитесь. А если вы сразу в нескольких местах, значит, вы вообще нигде. Поэтому вот и получается вот такая вот каша, вот что-то в голове, вот непонятное, много всего, из разных мест нет структуры. Это все равно, что, есть такие люди, я, кстати, тоже, был у меня такой период в жизни, я поступал точно так же, уверен, что и многие из вас также поступают. Это понапокупали кучу курсов, либо понаскачивали их из интернета, обложились этими курсами у себя на компьютере и ждем, что вот сейчас должно наступить счастье. А оно, не наступает и не наступает. Вот, нет счастья. А хотя курсов таких замечательных, расхваливаемых очень много. Почему? Потому что вы не знаете, с чего начать, за что схватиться, понимаете. И самое главное, вы не применяете на практике те знания, которые вы получили. Почему-то все считают, что основная задача – пройти тренинг до конца. Да ни хрена это не основная задача. Основная задача – это те знания, которые вы получили в одном конкретном уроке, применить их на практике. Не просто написать отчет, что я сделал этот урок, а чтобы эти знания применить на практике. Причем, если вы обратили внимание, кто уже дошел до основного курса привлечения клиентов, да, вот этот, там задание не на 1, не на 2, не на 3 и даже не на неделю. Там достаточно емкие задания, не надо спешить их выполнять.
Самое главное понять, что нужно сделать и получить первый практический результат. Вот в других бы компаниях я бы сказал, выйти на первые деньги. Ну, все же хотят на деньги, да. Все-таки у нас компания честная, да, и у нас курс для экспертов, а эксперт уже человек с деньгами, понимаете. Поэтому я вот эти вот звезды пока тут кидать не буду. Значит, сейчас что у нас изменилось, вот чтобы не было вот этого развеивания по всем курсам? А сейчас я сделал очень простую и понятную вещь. Когда человек зарегистрировался, ему дали этот личный кабинет. Он может подключить только один тренинг, даже из открытой части. Вот этот вот тренинг, который называется «Начни с меня». Вот он его подключает. Все остальные у него будут закрыты по паролю, то есть они будут спрашивать пароль. Вы, как люди, уже подключившие эти уроки, ну, на себе это не заметите. А вот все новые люди, они будут идти вот именно по этой пошаговой цепочке. То есть человек начал с первого наиболее важного курса, который называется «Как пользоваться тренинг-центром». И он изучает вот эти понятные короткие уроки. Согласитесь, все-таки уроки там по 5-7 минут. Но эти уроки, даже первый урок, дает четкое понимание, как проходит обучение, как писать домашки, как связываться с техподдержкой, как связываться с спонсором и так далее. Причем, пройдя вот этот вот первый курс, уже станет понятно, вообще интересно мне это или нет. Стоит мне тратить на это время или не стоит. Если вы решите, что как-то чересчур заумно, чересчур долго, нудно, ну тогда прям дальше и не двигаясь никуда, можно закончить свое обучение. И я считаю, что это нормально. Поверьте мне, далеко не все захотят учиться, у всех свои цели и задачи. И окей, это нормально. Нужно просто искать таких людей, кому это правда интересно, кому это приносит пользу. А таких тоже достаточно много. Вот, и обратите внимание, что вот здесь последний урок, его никогда не было, но сейчас он есть. Он называется «Как пройти обучение». Давайте вот такую сейчас сердечку тут зафигачу. Вот. Как пройти обучение? Что в этом уроке? Это единственный урок, ну вот в этом курсе, в других он тоже присутствует, но именно в этом уроке, в первом курсе, я записал видео. И в этом видео дал рекомендации, с чего, как лучше дальше продолжить обучение. В зависимости от вашей подготовленности, от ваших знаний, от ваших целей и желаний. Человек посмотрел этот урок, и он понимает, что бы ему лучше, с чего бы ему лучше начать в соответствии со своим, скажем так, внутренним состоянием или со своей подготовленностью. И в конце этого урока, то есть не в конце этого урока, а в тексте этого урока написаны просто коды доступа к остальным, к 2 курсам. Так, извините, сейчас очищу. Вот мышка, вернусь. То есть он получает коды к 2 вот этим курсам, которые называются «Полезные инструменты» и «Компьютерная грамотность». Но они у нас не зря идут по, скажем так, очереди. То есть человек выбирает тот курс, который ему более нужен на данном моменте, изучает его. В каждом из этих курсов тоже есть последний урок, который называется точно так же, видите, «Как продолжить обучение». Вот оно тоже есть, «Как продолжить обучение». Вот да, Оля, да. Так, народ, отключите, пожалуйста. Но ты подтверди то, что ты Так, ладно, с нами. обрублю человека. Алёхина, отключить. Кто у нас тут кричит? Ну как нет приглашения? Смотри еще раз смотри. Так, не того человека удалил, извините, ради бога. Алёхину надо отключить. Давай. Прикольно, конечно. Я хотел всем отключать звук, но думаю, у нас все сознательные, все продвинутые. Не вижу, кто это. Нет человека с фамилией Алёхина. Марина Алёхина. Почему? Марина Алёхина есть такая, я вижу. Да? Ну, извините, я не вижу. Ладно, Марина Алёхина, отключите, пожалуйста, микрофон, потому что... Все, она отключила она. Все, понял. Извиняйте. Так, продолжаем. Значит, извините, если повторюсь, значит, в каждом из этих уроков о компьютерной грамотности и инструменты есть урок с таким же названием, как продолжить обучение.
Вот, но в нем уже нет никакого видео, ну зачем писать, да, уже и так много чего написано. Кстати, у нас на канале уже больше 100 видео, просто, ну, много. Здесь просто коды доступа. Коды доступа к чему? Коды доступа к нашему основному курсу, вот он, да, наш основной курс, как построить структуру. Но, как вы понимаете, мы пишем для себя Vivasan, но все те приемы, о которых мы тут рассказываем, они вообще подходят для любой, не то что компании, а для продвижения любого бизнеса в интернете. Но я думаю, кто изучал, кто уже прошел хотя бы часть этих уроков, ну, со мной, наверное, согласитесь. И вот человек получает доступ к уроку, к основному код и вот к этому уроку запись мастер-групп. Но сейчас из-за того, что наши записи автоматически, наших открытых встреч автоматически выкладываются к нам на каналы и в сети социальные, да, может быть, вот надобности в этом курсе, ну, не совсем и нужно будет. Единственное, что, если вы обратили внимание, когда у меня есть возможность, когда я успеваю, кстати, последнюю нашу запись я так и не успел обработать, то есть что я делаю? Я их немножко обрезаю и пишу тайминг, ну, для того, чтобы вам было легче смотреть. Вот, извините, последнюю встречу, вот эту нашу, которая у нас была 4-го, я ее просто выложил в сыром виде, но еще ничего не обработал. Ну, просто физически не успевал. Ради бога, извините. Вот, значит, человек прошел наши основные уроки, основные тренинги в зависимости от своей подготовленности, да, и обратите внимание, чем у нас сейчас заканчивается основной курс. Он у нас заканчивается заключительным уроком, вот этот. Ну, давайте опять же нарисую. Мне прям понравилось рисовать. Вот так вот поставлю. Заключительный урок. Вот он, заключительный урок. В этом уроке небольшое видео, которое подводит итог, ну, то, что вы прошли в нашем основном курсе. То есть какие вы знания получили. И что все-таки лучше делать. И, конечно, любой итог, он требует подведения каких-то итогов. В этом уроке я попросил написать видеоотзыв. Причем сделал это специально, не для того, чтобы там польстить себе там, или еще что-то. Нет, я просто хотел, чтобы вы попробовали записать, ну, может быть, для кого-то свое первое видео. И те, кто даже выступал на публике, кого записывали, вот можете столкнуться с очень интересным для себя таким психологическим, ну не то что проблемкой в кавычках, да, когда вы пишете себя и потом на себя, на любимого или на любимую смотрите. Как записать видео по-простому, я рассказал в этом уроке. Вариантов дано несколько, можете выбрать любой и записать этот ролик. Ролик выложим у нас на YouTube-канале, разместим ссылку на вашу страничку, на вашу сайт-визитку. Люди, возможно, начнут с вами связываться, и вы получите себе вот то, что мы все хотим, это приток клиентов на ваш личный профиль. Что у нас после этого урока, в принципе, для кого-то он может являться и заключительным уроком, я об этом даже говорю об этом честно, потому что все-таки цель открытой части – сделать ее максимально полезной. Вот чтобы те люди, которые прошли нашу открытую часть, они не сказали, блин, я зря потратил время. Вот возможно для кого-то тех знаний практических хватит для того, чтобы, ну, двигаться в интернете. То есть у кого-то произойдет то, ради чего я все это делаю. То есть произойдет совмещение я, мой опыт и интернет. Да, конечно, я уроки открытой части буду дописывать, добавлять в них какие-то материалы однозначно, но сейчас все-таки основная цель, потому что мне уже реально неудобно перед людьми, которые это ждут, потому что у нас есть несколько человек, которые уже все прошли, и они сидят, ждут, там, когда же начнется закрытая часть. Вот. И, конечно, с понедельника я буду заниматься исключительно этим. Но в открытую часть я буду добавлять уроки, потому что с моей точки зрения, здесь пока не хватает еще одного очень важного момента. Это уроков, их будет, наверное, 2 или 3, то есть вместо 9, наверное, будет еще 3 урока. Это уроки не для экспертов, потому что мы с вами договаривались, что вначале мы пишем для людей, которые уже имеют опыт. Вот, и это для вас.
Да, конечно, та методика, которая рассказана, она очень простая, понятная, но достаточно длинная. Но для эксперта вот так вот за глаза хватает. Но что делать, если я не эксперт? Какие действия нужно предпринимать в интернете? И вот для таких людей я хочу записать несколько уроков, чтобы они тоже могли получить быстро практический навык, опыт. Сейчас, конечно, можно сказать, что, ребята, изучайте продукт, изучайте компанию, изучайте свой бизнес, да, становитесь экспертом, потому что без этого никак. То есть дураков никто не любит, поймите. Все хотят общаться с квалифицированными, умными людьми, то есть с экспертами. Поэтому чем быстрее вы станете экспертом, тем быстрее у вас будет получаться. Но на первом этапе нужно производить какие-то действия, очень понятные и простые действия, чтобы выйти на результат. И когда вы выходите на этот результат, увеличивать свой уровень экспертности. Вот для таких людей я хочу обязательно записать несколько уроков, чтобы они тоже понимали, то есть не чувствовали себя как-то немного ущербными. То есть, возможно, те уроки, которые я хотел, несколько уроков по автоматизации, по простой автоматизации, я не могу даже это автоматизацией назвать, вынести из закрытой части, положить их вот сюда. Но, скорее всего, я так и сделал. Вот, и посмотрите, пожалуйста, что у нас в конце. То есть я сделал то, что называется полностью автоматизированный этап обучения. Автоматизированный вход, понятный с моей точки зрения. Сам процесс обучения тоже достаточно понятный. И автоматизированный, не скажу, что выход, а автоматизированное продолжение. Смотрите. 10-й урок – это как все-таки проверять домашки и приглашать людей. Потому что с моей точки зрения можно только, когда вот вы прошли сами все уроки, да, все тренинги, вот вы чему-то научились, вот тогда у вас есть со спокойной совестью можно кого-то приглашать. И 10-й урок как раз подробно рассказывает, что нужно делать, чтобы приглашать людей в тренинг-центр. Вот. А 11-й урок – это урок, как попасть в закрытую часть. Но опять же, чтобы каждому не объяснять, вот здесь все это рассказано. Но рассказано каким образом? Свяжитесь с вашим спонсором. Основные условия вот на данный момент, они там расписаны. Я очень надеюсь, что никто никогда не будет продавать за какие-то деньги доступ к закрытой части. Это неправильно, это будет нарушать нашу политику, потому что Ольга Васильевна, с ней все согласовано, и ни за какие деньги, за наличные продавать, как вот в других компаниях, уроки закрытой части мы не будем. Но это неправильно, понимаете, с моей точки зрения. Вот, но если человек что-то хочет, он должен сделать что-то, должен идти в взаимообмен, энергообмен. Вот как вы будете это реализовывать, вы как спонсоры, это уже как-то решать вам. Стандартные условия мы прописали, они есть вот в этом последнем уроке. Вот таким вот образом сейчас у нас построена методика в нашем обучающем центре. Так, значит, давайте напишите, пожалуйста, в чате, что понятно, что непонятно. Я сейчас почитаю. А где видна аватарка из Zoom? Это я сказал в самом начале. Так, здесь понятно. Игорь, как можно сделать такой фон? Это очень несложно. Значит, вот эту картинку я могу каждому кинуть. Это вообще делается за 2 секунды в фотошопе. Я ее так и накидал. Вот, а как сделать ее в трансляции в Zoom? У нас есть отдельное видео. Кстати, я сейчас об этом тоже буду говорить. Оно лежит на канале. Пожалуйста, делайте. То есть вот все эти фишечки, которые я изучил, разобрался с Zoom, да, то есть смотрите, что сейчас нужно делать. Конечно, вы можете делать вот такое брендирование, вот такой вот. Это хорошо, это удобно. Здесь можно размещать что хотите. Меняется он легко и просто во время трансляции вообще вот на раз. Давайте я сейчас сделаю вот такое вот черное небо. Ладно, что еще тут у нас есть? Либо вот такое вот зелененькое. Давайте вот зеленый. Побуду немножко зеленым, да, на фоне травы. То есть все это очень легко меняется. Вы понимаете, если вы ведете какие-то обучающие материалы, да, вы так немножко можете сдвинуться, а вот на своем фоне показывать ваши продукты, и о них вот так вот ручкой, вот так вот джин-джин-джин показывать. Если бы у меня был здесь зеленый фон, то есть хромакей, а не синий, вот видите, у меня все-таки висит синий фон,
и Zoom не успевает его обрезать. Видите, вы вообще видите тряпку, которая за мной висит. То есть за мной не картинка висит, как вы понимаете. Вот, а если был бы нормальный хромакей, зеленый фон, то вообще было бы изумительно. Но вернусь к фону правильному, да. Вот, можно рисовать. Как это делать? Тоже все записано. Все уроки есть на канале, и эти уроки я размещу в курсе для спонсоров, потому что там я сейчас пишу курс, как проводить живые трансляции. Потому что вам нужно общаться со структурой. Вот сейчас прям основная задача – общаться со структурой. И вот как это делать через онлайн-трансляции, я об этом пишу. Так, значит, все понятно, про фон понятно, ясно. Теперь давайте я сделаю такую небольшую обраточку. Пожалуйста, не обижайтесь на меня, то есть я не буду показывать этот профиль специально, не хочу. Ну, пожалуйста, не обижайтесь, то есть не воспринимайте все на личности и так далее. Ну, вот у меня жена все время обижается, и когда начинаю показывать мои ошибки, она все время обижается на меня. Хотя я, ну, стараюсь это делать с благой целью, ну, типа, ну, если тебе никто это не говорит, должен же кто-то это сказать, потому что, знаете, такое ощущение, вот это вот складывается такое впечатление, как будто все зашибись. То есть такой, как это называется, удобное место, я сижу, меня все хвалят, и я ничего не замечаю, никаких ошибок. Когда нет какой-то не то что критики, а какой-то адекватной обратной связи, любой бизнес, он не развивается, он чаще всего загнивает, особенно если бизнес не занимается конкурентной разведкой и так далее. То есть зачем я хожу по чужим учебным центрам? Вы что думаете, что я там хочу увидеть что-то новое? Нет, нифига там нет нового. Я хочу просто оценить уровень. То есть на каком уровне в других компаниях там преподают, там, в Сибирке посмотрел, в отеле посмотрел, в Гринвее посмотрел. Сейчас вот эти вот два замечательных продукта, клиент ванна. Вот если вас будут атаковать эти люди, которые обещают там 1 миллион клиентов в ваш бизнес, 99% людей, которые отправляют эти сообщения, вообще не понимают, как работает их система. Вот вообще не понимают. Им что-то сказали, они там вот это повторяют, вообще ноль. Вот здравствуй, дерево. Не хочу я сейчас, опять же, никого обидеть, но так оно и есть. Поэтому конкурентная разведка и адекватная обратная связь, вот эти все, знаете, тайные покупатели, это все делается с благой целью, чтобы понять, посмотреть с другой стороны. Поэтому то, что я сейчас скажу об оформлении некоторых профилей, пожалуйста, вот Маша звонит. Примите это не как критику, а как адекватный совет. Вот. И в чем мой совет? Как я уже сказал, Ольга Васильевна сама проверяет основной тренинг, потому что там очень много информации, которая как бы напрямую не связана с интернетом, а это именно построение структуры, общение с людьми. Мне с людьми тяжело общаться, потому что вот все эти переписки, о которых я пытался вам изложить, я этим занимался. Но это было реально очень давно. Вот, тут опять микрофончик включил, спасибо. Сейчас мои основные источники – это средства автоматизации, вот именно об этом я с удовольствием могу рассказать, и YouTube. Вот два основных источника. Об этом я люблю и могу долго рассказывать. Вот. Но оформление профиля – это пройденный этап, я это делал, я вас просил искать хорошие профили экспертов, чтобы вы их сравнивали. Но что я вижу, например, когда смотрю на некоторые профили и ваши, и других сетевиков, особенно это заметно в Инстаграм, потому что там на профиль можно зайти и увидеть все публикации в виде вот этих вот мозаик. Я вот захожу, и что я вижу? Я вижу фотографии продукции. Да, хорошей продукции, но эта продукция честно скопирована с официального сайта и просто выложена на профиле в виде постов. Я все время думаю, блин, вот ну, ради чего это делается? Вот зачем? Вот какая цель преследуется человеком, который так заполняет свой профиль? Он хочет показать, что в его компании очень много продукции. Ну, ладно. Но кого он продвигает? Он компанию продвигает, хотя он должен продвигать себя. Начинаю читать описания, которые выкладываются с этими постами. Ну, тут иногда, как на нашем официальном сайте, да, применять утром и вечером. Вот все описание продукции. Либо там просто перечисляется, из чего он состоит. Какую экспертность вы показываете, размещая такие посты? Ну, то, что вы умеете скопировать одно и переложить в другое,
Причем вы поймите, что копирование, оно никогда ни к чему хорошему не приводит. Тут, конечно, может кто-то сказать, а вот вы сами нам там рекомендовали найти хорошие профили в социальных сетях, но для чего я вам рекомендовал их найти? Не для того, чтобы вы оттуда копировали информацию и выкладывали к себе. То есть когда у вас есть образец, на который надо равняться, легче двигаться в правильном направлении. Вы себе начинаете не копировать, а делать что-то подобное. Вот основная идея, зачем мы ищем донорские профили. Для того, чтобы смотреть, не выдумывать никакие велосипеды, не делать какие-то каждый раз открытия стартапа, а вот брать и делать аналогично, и тогда у вас будет результат. Поэтому, когда я смотрю вот на эти скопированные с официального сайта фотографии продуктов, ну, мне становится грустно. И мне становится сразу понятно, почему человек там подписался на 800 человек в Инстаграме, а на него там в лучшем случае подписалось 100. Потому что ну, никто не хочет общаться с баночками. Все хотят общаться с человеком. И продвигать вы кого должны? Вы не баночки должны продвигать. Вы должны продвигать себя как эксперта. А где за этими баночками вы? Если бы вы хотя бы в том же самом описании этого поста написали какую-то сравнительную характеристику, как вот это работает лучше вот этого, либо там написали какую-то понятную инструкцию по применению, вот это уже было бы лучше, значительно лучше. Если бы вместо стандартных фотографий, которые вы сдернули с официального сайта, вы бы хотя бы их обработали в конве, сделали их какими-то уникальными, привлекательными. А лучше всего нашли бы эти продукты в процессе, как их используют, как их применяют люди. Либо хотя бы просто держат в руке, понимаете, вот человек берет вот что-то в руке, держит, смотрит или баночку какую-то откручивает. То есть здесь уже есть человек и ваш продукт, которым человек пользуется, а не просто картинка какого-то продукта. Поэтому старайтесь сделать свои профили привлекательными, экспертными. Ну вот в наш чат вчера скинули девчонки, Виктория, видимо, Лена ей помогала, то есть они там на складе сделали вивасан на диване. Да? Вот смотрите, в чем прелесть этих роликов. Эти ролики о продукции компании, правильно? О продукции. Но это не просто вот показать этот продукт, а показать, как его можно использовать для решения конкретных проблем. Вот есть проблем, нет антисептика. Вот бац, в домашних условиях быстренько сделали антисептик и пользуемся им. Да? Пошли эти клещи, да? Ну, сейчас вроде бы как бы нельзя в лес выходить, я, правда, хожу каждый день. Вот. Поэтому для меня, например, проблема борьбы с клещами очень важна. И опять же, простая инструкция, как бороться с этими клещами с помощью наших продуктов. Вот это вот уже совершенно другое. Это совершенно другой подход к рекламе, а это реклама продукции, да, и продвижение себя как эксперта. То есть вы уже здесь, ни на что не намекая, вы показываете людям, которые смотрят эти ролики, да, что вы разбираетесь в продукции и можете порекомендовать, как ее использовать. Причем ну, не только вот в этом примере, а значит еще какие-то есть у вас варианты. Вот таким вот образом нужно и поступать. Опять же, просьба какая? Не надо, ну уж очень переживать, как там мой профиль оформлен, там, ой, я боюсь выложить эту фотографию там с собой и так далее. Профиль оформляется в течение всего времени, пока он у вас живет, пока вы им пользуетесь. Поэтому не бойтесь экспериментировать. Смотрите в первую очередь на реакцию ваших друзей. То есть если вы поменяли себе аватарку, выложили ее, и на нее начали активно лайкать, значит, у вас классная фотография, это лучшая оценка. Да? Разместили какой-то пост, его начали смотреть, начали комментировать. Значит, вот, блин, я попала. Значит, вот, значит, я смотрю, что я там написала, и пытаюсь в следующих постах делать что-то другое. То есть, пожалуйста, не волнуйтесь, что кто-то вас там не оценит или оценит неправильно. Это абсолютно нормальная ситуация. То есть, что бы вы ни делали, всегда в интернете найдутся люди, которые вас похвалят, которые, скажем так, обругают вас. И это хорошо. То есть, любая реакция, значит, вы что-то делаете. Хуже всего, это когда нет никакой реакции. Да, вот, например, на прошлой нашей встрече я вас прошу, там, пишите какие-то вопросы, пишите в чате, и тишина. И вот такое ощущение, что, значит, люди подключились к трансляции и куда-то ушли. Вот это вот худшая реакция. Вот реально, это самое плохое. Вот если вы вот так вот двигаетесь, то значит что-то, блин, пошло не так.
Поэтому любая реакция, вы за эту реакцию должны людям говорить по большому счету спасибо, потому что это ваши учителя. Кто-то хвалит, кто-то ругает, но все они вас чему-то учат. Вот как-то так. Есть какие-то вопросы по профилю, по его оформлению? Ролики чудо, да. Короткие, простые, понятные, да. Я пока не спешу с уроками. Обычные уроки по оформлению хочется делать как положено. Ну да, конечно, но опять же и откладывать не стоит, понимаете, когда вы все откладываете на какой-то потом чаще всего никогда не наступает, это уже точно. Узнать, кто к чему и почему, да. Так, ролики чудо, ролики очень хорошие. Ну вот прям, да, хвалить у нас Vivasan умеют, да, отлично. Да, ролики реально классные, причем я не зря не об этом сказал, потому что вот мы сейчас переходим к последней, к заключительной части нашей сегодняшней встречи. Это что делать в закрытой части. Значит, я вообще-то хотел немножко отодвинуть закрытую часть, но уже понял, что двигать не получается. Почему хотел отодвинуть? Потому что, смотрите, вот в нашем курсе, который вообще-то написан для спонсоров, то есть для людей, которые уже имеют структуры, которые уже пришли со структурами в тренинг-центр, да, какая сейчас у вас основная задача? Сейчас в связи с тем, что встречаться с людьми вживую, ну, в офисе, да, у нас офис закрыт, прийти пообщаться вживую с человеком не получается. Как только вы перестаете общаться со своей структурой, ну, что происходит? Она просто тупо разваливается. Поэтому сейчас нужно стараться больше с людьми общаться хотя бы онлайн. А для того, чтобы общаться онлайн, нужно проводить вот эти прямые эфиры, прямые встречи. То есть живое общение, да, но именно через интернет. Это тоже очень классно заряжает. Может быть, конечно, меньше, чем именно живая встреча, там, посидели, чай попили. Но можете вот налить себе стаканчик чая, посидеть, пообщаться. Ну, то есть сымитировать, как будто у вас полностью живая встреча. Но эти живые встречи нужно уметь проводить. И поэтому я сейчас решил в первую очередь записать вот курс, который именно лежит в тренинге для спонсоров, именно как проводить эти живые встречи. Причем я хочу это сделать ну, достаточно просто, понятно, рассказать, конечно, о всех возможных вариантах, но чтобы вы выбрали сами тот вариант, который ну, вам приемлем, понимаете? Потому что если вы посмотрите вступительный ролик, который там уже есть, вы поймете, чем вы можете зафиналить. То есть финал – это, по большому счету, ваша ну, практически студия домашняя, да, где вы можете делать все, что хотите. И ничего такого технически сложного там нет. То есть если вы разобрались с социальными сетями, вот это тоже вы реализуете. Плюс, опять же, я сказал, что там будет удаленная помощь. То есть если вы установили на свой компьютер программу TeamViewer, а что это за программа, как ее установить, есть в нашем тренинге полезные инструменты, через TeamViewer я вам всем помогу. Главное, опять же повторюсь, было бы желание. Поэтому кто уже к этому курсу подключился, а подключает к нему Виктория, связывайтесь с ней, пожалуйста, она организатор всего этого процесса. Она вам даст ключи, изучайте. Но там пока лежит первый урок, но опять же с понедельника, может быть, в воскресенье уже начну что-то записывать. Там будут появляться уроки, как проводить трансляции, прямые. Вот. Что я хотел делать в закрытой части? Я хотел идти по той схеме, которую я прописал для себя, сделать, конечно, урок отдельный по продающим текстам, по бизнес-игре, но все, что я говорил в итоговом уроке, кто его посмотрит, вот это я хотел делать. Но сейчас получается что? Сейчас нам очень важно именно живые общения и, конечно, работа с видео. Вот это прямо вот сейчас, ну, с моей точки зрения, наиболее важный момент. Ну, чтобы как-то рассказывать о себе, что вы делаете в данный момент. Поэтому я в закрытой части напишу 2 урока. Как пользоваться Convoy, это как быстро делать красивые картинки. Вот правда очень быстро. Сервис абсолютно бесплатный, то есть никаких затрат не потребуется. И запишу отдельный ролик обучающий, как пользоваться замечательным сервисом СУПа. Это продающее видео. То есть как быстро сделать продающее видео.
Поверьте мне, за подобные тренинги люди берут деньги, хотя в самой платформе СУПа есть очень много обучающих материалов, но я вам помогу. Но самое главное, это сервис платный. Ну, вы все получите его бесплатно, но телефонисты, обломитесь. То есть только будет работать на компьютере, причем только на компьютере, который работает под управлением Windows. То есть хотите пользоваться платной версией СУПы, быстро и просто создавать продающие видео, значит, как-то решайте проблему с компьютером. То есть компьютер у вас должен быть любой, лишь бы он нормально, стабильно работал. Вот. И в закрытой части все-таки я начну писать тренинг, который хотел чуть попозже написать. Это тренинг по YouTube. То есть чтобы вы могли ваши записанные видео выкладывать не только в социальные сети, а продвигать и на YouTube. Потому что и прямые трансляции проще, и быстрее, и эффективнее, ну, с моей точки зрения, делать на YouTube, да. Поэтому создать свой YouTube-канал, научиться пользоваться простой программой видеомонтажа, чтобы записывать какие-то обучающие ролики с экрана, но главное, чтобы их потом монтировать, обрезать что-то ненужное. Это программа Camtasia Studio. Я пытался о ней рассказать уже. Вот это вы все получите. Это будет. Пожалуйста, изучайте, делайте. И вот с этим, пожалуйста, не затягивайтесь. То есть чем быстрее вы научитесь создавать, монтировать видео, выкладывать их у себя в социальных сетях, тем быстрее вы расскажете о себе как об эксперте. Конечно, каждое видео должно преследовать какую-то определенную цель. То есть люди не должны просто посмотреть ваш ролик и сказать: ага, все, класс. То есть они должны понимать, что делать дальше, как с вами связаться. Вот это мы тоже все сделаем. Вот, в принципе, сейчас у вас есть уже у всех очень простой инструмент связи с вами, это ваш сайт-визитка. То есть сайт-визитку, я надеюсь, все сделали. Вот это самый простой и быстрый способ с вами связаться. Но для того, чтобы связаться было еще быстрее, пожалуйста, WhatsApp, Viber, Telegram установите себе на телефон. Обязательно, потому что если социальными сетями, ну, многие, ну, я о себе, извините, скорее всего, не многие, сейчас уже многие сидят с телефона, но я продолжаю и буду продолжать пользоваться социальными сетями только с компьютера, а мессенджер, да, у меня стоит на телефоне, вот написали и не смог ответить. Вот поэтому, с моей точки зрения, ну, более правильнее пойти в закрытой части пока по пути работы с видео. Поэтому я хотел с вами посоветоваться и послушать вашу обратную связь. Кто считает, что это правильно, давайте можете голосом сказать, включите микрофон, либо можете написать. Да, уроки классные, продающий текст, да, хочется сделать хорошим. Ну, я вам дал ссылку на замечательного человека, Виктора Орлова. Вот, почитайте его книги. Игорь, скажите, пожалуйста, при трансляции через Zoom, когда плохая интернет-связь, это от качества компьютера или такая именно интернет-связь? Значит, хороший вопрос. Значит, прежде чем на что-то, скажем так, пенять, нужно проверить характеристики своего компьютера. Есть программы тестирования, которые проверяют производительность вашего компьютера. Я об этом запишу вот в вашем тренинге, как проводить прямые трансляции. И потом, конечно, нужно проверить свой интернет. Вот если вы подключаетесь к интернету через Wi-Fi, вот для прямых трансляций лучше этого не делать. То есть найдите проводок. Нет, если не через Wi-Fi. Если вы подключены через проводок, значит, прежде чем валить что-то на свой компьютер, проверьте скорость вашего интернет-соединения. Опять же, я покажу, как это легко и просто делается. Есть такой классный сервис, сайт, он называется Speed Test. И вы можете проверить скорость своего соединения. Проверить и понять, могу ли я проводить или не могу. Вот сервис Restream, у них есть четкие требования, при какой скорости можно проводить нормально прямую трансляцию, а при какой нельзя. Тоже обо всем этом расскажу. Это важные вопросы, с этого нужно начинать. То есть прежде чем идти что-то дальше, у вас должен быть подготовлен инструментарий. Почему у нас этот курс инструменты? Потому что, чтобы что-то делать, нужно иметь инструменты. Для того, чтобы проводить нормально прямые трансляции, нужно иметь нормальный компьютер, нужно иметь нормальную камеру и хороший интернет. Если у вас ненормальный компьютер, на нем ненормальная камера, но есть нормальный интернет, значит, мы это делаем
Правильно, с чего? С телефона. Потому что вначале запишу, как делать трансляции с компьютера, и потом их напишу, как делать их с телефона. Ну, без этого никак. Правда, видеостудию можно будет сделать только с компьютера. И кто хочет вот именно сделать ту видеостудию, как вот мы делали, ну, надеюсь, продолжим делать на нашей программе «Красота, здоровье, благополучие», вот тогда вам будет нужен компьютер, и компьютер такой достойный. Ответил? Игорь, а в Инстаграме, вот в прямом эфире такую картинку, фон нельзя будет сделать, да? Почему? Я об этом говорил. Даже уже ролик записан, как это делается. Делается это очень просто. То есть это делается через настройки виртуального фона. То есть они доступны через приложение. Ну, давайте я вам сейчас прям тут, не отходя от кассы, покажу. Вот смотрите, это замечательное наше виртуальное, это приложение Zoom, которое у вас запускается. Даже вот в ролике, в котором я записал, я, может быть, чуть-чуть сложнее схему рассказал. Виртуальный фон включен по умолчанию. Он даже уже можно не входить в свой аккаунт в Zoom через браузер. Я с этого начинал. Он уже включен по умолчанию. Вот здесь вот в приложении есть шестереночка. И вот есть раздел «Виртуальный фон». Вот вы сюда заходите, он вам предлагает стандартные какие-то виртуальные фоны. Есть плюсик. Можно загрузить какой-то свой виртуальный фон. Ну, то есть сделать какую-то картиночку в фотошопе, ее загрузить, потом ее просто выбрать. Ну, вот первый виртуальный фон, который я делал, видите? Вот такое. Много-много мелкого-мелкого вивасана вот так вот расположено. Все прекрасно у вас работает. Вот видите, вот так. То есть в один щелчок, причем во время трансляции это можно сделать даже еще проще. Просто сейчас не могу вам показать, но расскажу. Вот где вы отключаете видеокамеру в окне трансляции, у вас есть такая стрелочка вверх. Если вы на нее нажмете, у вас, во-первых, откроется возможность выбирать, с какой камеры вы транслируете, если у вас их две. Ну, вот у меня такая возможность есть. Во-первых, вы можете настроить видео, там очень интересно есть вещи, там можно сглаживание сделать своего лица. Но и последним, ну, у меня стоит виртуальный фон. Вы прямо его открываете отсюда и прямо одним щелчком прям сразу же меняете. Все. Ну, просто откроется это же окошко из приложения. И все, быстро, просто, ничего сложного. О том, как рисовать, тоже я записал видео, но сейчас, к сожалению, не могу показать, потому что вы не будете видеть этих инструментов, они от вас скрыты. Вы видите только результаты того, что я рисую, а как я рисую, наверное, не видите. Еще есть вопросы? Это совсем не зависит, что сзади там у тебя находится, то есть фон просто будет такой, да, и это... Хороший вопрос. Да, вообще-то, когда я первый раз тестировал, у меня даже не было тряпки. У меня просто вот, ну, вот моя эта стена, там окно здесь светилось, там полки, и все равно он вырезал. Может, из-за того, что у меня достаточно производительный компьютер. Я еще это глубоко не разбирался. Может, из-за того, что у меня установлено это программное приложение. Потому что вчера пытались сделать с Николаем Васильевичем, нашему доктору, кстати, вы теперь знаете, то есть он проводит, ну, мы вместе, я там тоже присоседился, мы проводим марафон здоровья, будем рассказывать, как вот в этих, ну, необычных, непривычных для многих условиях достойно жить и о своем здоровье заботиться. И я пытался на его компьютере включить этот фон, но у него прям было жесткое требование, чтобы сзади была зеленая тряпка. То есть, когда вы будете настраивать, вы увидите, что там есть возможность включить зеркальное отображение и включить зеленый фон. Вот у него он не отключается. Вот у меня он и включается, и отключается. Если бы у меня был зеленый фон, меня бы просто лучше обрезали. Но я так думаю. Ну, можете попробовать поэкспериментировать. Так. Так, умение монтировать видео позволяет экономить время. Не надо... Значит, умение монтировать видео, да, вам однозначно поможет, но время оно, мягко говоря, очень сильно тратит. И те, кто возьмет, запишет свой ролик, и кто захочет его потом классно обработать, но вот у меня на вырезке всех моих охов, вздохов уходит достаточно много времени.
и какой-нибудь там 20-минутный ролик иногда там больше часа монтируешь, иногда еще больше. Причем, если у вас не очень производительный компьютер, а исходное видео записано в высоком качестве, вы прям можете увидеть, что компьютер начинает сильно тормозить и тяжело. Но я решаю эту проблему и тоже расскажу, как она решается. Тоже все научитесь. Но монтировать видео сейчас необходимо уметь. Так, на всех девочек интересует, как мы выглядим в эфире. Значит, тоже хороший вопрос, я об этом тоже скажу, потому что, понимаете, все зависит от того, как на вас падает свет. Падает свет и настройки камеры. Опять же, об этом расскажу, вот в 2 минутах об этом сложно рассказать, но, поверьте, всегда можно это все отстроить. К сожалению, вот когда мы транслируем через Zoom, настроек очень мало. Здесь единственное, чем вы можете играть, это только играть светом и настройки своей камеры что-то сдергивать. Вот если вы будете делать через программу, о которой я буду в конце этого тренинга рассказывать, OBS, там есть такая фишка, которая называется фильтры. Ну вот кто пользуется Instagram, понимает, что это такое. То есть можно вообще себя преобразить. Но вот здесь в Zoom есть возможность включить размытие. Вот я сейчас включил размытие. Ну и вроде бы, как они говорят, лучше смотришься. Ну, не знаю, меня никогда это не волновало, честно сказать, но я включил. Игорь, можно спросить? Да. Я вот не поняла, а где искать вот эти настройки? Вот это вы говорили про Skype или про Zoom? Нет, я говорю только о Zoom. То есть Skype у нас используется для чего? Для того, чтобы кидать вам ссылку на нашу трансляцию и общаться, то есть в течение, когда у нас этих трансляций нет. Все настройки с виртуальными этими фонами, все настройки по качеству вещания, это делается в той программе, из которой вы сейчас ведете прямую трансляцию. Я сейчас веду трансляцию из Zoom и настраиваю именно Zoom. Вот, и где это колесико в Zoom? Я так и не нашла. Ладно, значит, давайте встреча закончится, я вам всем кину в чат ссылку, как менять фон в Zoom, эти видео записаны, и как рисовать в Zoom, потому что это тоже кому-то пригодится, потому что нужно на что-то показывать. Ну, фон скину. Но он лежит у нас на канале «Красота, здоровье». Еще вопрос. А если это, допустим, в скайпе встреча, то тоже можно делать вот... Чтобы сделать такое в скайпе, вам потребуется специальное оборудование. Вот мы его, к сожалению, не купили, хотя можно было такую штуку купить и там обрезать. В скайпе тогда это придется делать более просто. Но я это делал изначально. То есть я просто ходил в типографию оперативную вот здесь, заказывал распечатать мне баннер вот с такими вот штуками и просто вешал этот баннер. Тогда вот этих всех штук, которые сейчас у меня есть между пальцами, их нет. Единственное, что если вы баннер хорошо не осветите, у вас будет падать туда тень. Понятно. Но это может быть еще проще и быстрее. А если когда делать видео, там тоже есть такая штука? Значит, если вы снимаете видео, вот тоже об этом скажу, сейчас жена записывает обучающие ролики. В любой программе, даже в той же самой Camtasia Studio, есть возможность обрезать фон. Но опять же, чтобы фон хорошо обрезался, за вами должно что-то висеть одного цвета, лучше зеленого, либо синего. То есть это называется хромакей, таким умным словом. Лучше всего вырезается зеленый. И его можно вырезать. Правильно я поняла, что нужно вообще вот сначала вот позаботиться о зеленом фоне, чтобы на какую-то зеленую штуку сзади себя повесить, а потом уже делать все эти манипуляции. Ну, это очень хорошо вы о себе позаботитесь. Вы как бы сразу идете на профессиональный уровень. Да, конечно. Но еще раз повторюсь, что Zoom нормально вырезает фон, даже если за вами ничего нет. Но во всяком случае на моем компьютере. То есть я, если честно сказать, принципиальной разницы не заметил. Обрезка фона, когда за мной тряпка и когда за мной тряпки нет. Может быть из-за того, что, ну, может быть комп хороший. Не могу вам объяснить. На зеленый фоне еще не пробовал, потому что сейчас идти покупать еще раз хромакей, но, честно говоря, не хочется. Спасибо, я поняла. Игорь, а это сейчас вот у вас из-за размытости, когда, например, рукой двигаете, идет какой-то так небольшой, как шлейф? Нет, это не из-за размытости, это как раз из-за того, что он мне из-за виртуального фона. Он пытается его обрезать, оставить контур, и у него не очень хорошо это получается.
Вот в OBS, то есть программа, о которой я буду в конце рассказывать, там можно настраивать вот качество вот этого фона, очень тонкие настройки делать. И там OBS обрезает вообще идеально. Особенно если вы сидите на фоне какого-то ровного цвета. Вот кто был в студии, видели, что у нас вся стена там затянута зеленым фоном. И вот там обрезается вообще идеально при одном условии. Если вы не приходите в зеленой рубашке. Потому что раз Николай пришел в зеленой рубашке, я не пойму, голова есть, а здесь просвечивается его фон. Ну, должно быть обрезано хорошо. Я вот почему в белой рубашке с длинными рукавами? Потому что у меня сзади черная тряпка, и контур хорошо обрезается. То есть я как бы помогаю программе, чтобы она не мучилась. Ну вот, наверное, эта черная тряпка видна, когда, в смысле, то есть тут лучше, наверное, сильно не махать руками, да, как бы, если сидеть. Лучше вот так вот сидеть. Не, ну не так, но так это самое, чтобы не видно этого было. Нет, но здесь еще очень важен свет, потому что он у меня сейчас не освечен, поэтому ему сложно обрезаться. Так, Понятно. что тут еще написали? Спасибо, очень полезные такие вещи. Нужно просто зеленая ткань. Да, зеленая ткань, либо зеленая бумага, это тоже, в принципе, нормально работает. Но они там есть разного качества. Ну, честно говорю, пока на это не надо загоняться. То есть поймите, сразу все сделать идеально не получится. То есть ваша сейчас задача научиться вести прямые трансляции. Вот вы их провели, опа, у меня получилось. Все, я молодец. Следующий шаг. Как сделать так, чтобы у меня эта трансляция была более лучшего качества, либо более вот такой вот зрелищной? Начинаем искать. Сделали. Теперь, как нам делать так, чтобы нас сразу видели в нескольких социальных сетях? Вы же понимаете, что сейчас нас смотрят не только в Zoom. Нас сейчас смотрят в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассники, в Перископ, на Ютубе. Вы понимаете, какой идет охват? Вот, это тоже как бы следующий шаг. Поэтому сразу все стараться делать с одним скопом, особенно если нет технических навыков, не надо. Нужно идти постепенно. Так, нужно специальное освещение. В принципе, да, в идеале, конечно, специальное освещение, но вот когда буду записывать ролики о том, как проводить прямые трансляции с телефона, сейчас очень такая популярная вещь, которая называется кольцевая лампа. Наверное, все это видели. На Авито они там стоят 2000. То есть вы туда закрепляете свой телефон и еще получаете свет. И, в принципе, вот этого света для трансляций, в которых вы один, более чем хватает. Так, трансляции вести реально сложно. Значит, понимаете, в чем сложность? Технически никаких сложностей нет. Так, у кого-то микрофон, пожалуйста, отключите. Слышим, как что-то там щелкает. Не могу найти этого человека. Ладно. Вот технически сложно. Что-то шипит. У кого? Вроде у всех отключено. Татьяна. А какая Татьяна, не знаю. Татьяна. Вот, все, я нашел. Я просто не знаю, почему у кого-то отключаются, у кого-то нет, но я просто взял, что человека удалил. Так, значит, в чем ситуация? Технически сложностей никаких нет. То есть технически бывает только сложно в первый раз. Вот поверьте. Но так как можно вам помочь удаленно через TeamViewer, технических сложностей не будет. В чем будет сложность? Будет сложность психологическая. Вот. Но это тоже все решаемо. Поверьте, первая, вторая, третья трансляция, дальше уже все будет окей. Там много есть разных психологических рекомендаций. То есть сядьте просто перед неработающей камерой или телефоном и считайте, что вы ведете трансляцию. Вы это поборете. Все этот страх борют по-разному, перебарывают по-разному. Но это нормальная ситуация, поверьте. Каждое новое дело, оно чем-то пугает. Но все решаемо, если, опять же, есть желание. Ну, пример Нины Кузьминичны еще раз приводить не буду. Потому что, когда есть желание, блин, сделайте все. Ну да, спасибо. Сегодня у нас какой-то прям довольно оживленный чат. Хотя в скайпе у нас не очень живой чат, если честно сказать. Вот сегодня первый раз люди пишут. Ну, надеюсь, немножко расслабились. Поэтому давайте с вами так договоримся. В следующий раз, в следующую субботу, либо мы приходим все с аватарками, либо мы включаем видео. Кто не придет с аватаркой или с видео, просто нафиг всех удаляю. Я это могу сделать легко и просто. Потому что, ну вот смотреть вот на это черное, вот давайте я вам сейчас покажу, как это выглядит. Ай, не покажу. Покажу.
Еще раз покажите, Игорь. Вот сейчас попробую растянуть. Ну вот видите, кто-то включил, конечно, но большинство вот выглядит вот так. Но это не общение, коллеги, понимаете? Ну, Нет, все-таки, мы сейчас видим только экран VivaStars. да? Ну, значит, невозможно это отобразить, к сожалению. Ну, поверьте на слово. То есть Ну, было. было, В один да? момент, да, было. Поверьте. Вопрос по сделайте- этому поводу. Вот правда, что когда делаешь видео, то связь ухудшается, то есть ну, нагрузка больше идет, Конечно. да? И тогда хуже слышишь. Когда вы включаете видео, особенно видео в высоком качестве, ну вот опять же об этом, когда кто до БС дойдет, об этом расскажу. Когда высокое качество видео с большой частотой кадров идет, то есть что такое видео? Это данные, и они передаются. А у вас, например, не очень высокоскоростной интернет, либо, например, еще притормаживает компьютер. Все, и из-за того, что идет большой объем данных, все становится, Да. естественно, медленнее. Поэтому лучше не видео, вот, допустим, мне делать, а поставить аватарку, да, чтобы был, все-таки, чтобы звук не менялся, чтобы он Да. был нормальный. Конечно, да. А Правильно. аватарка тоже забирает? Или она... Да нет, она копеечно забирает. То есть, Ага, нормально, поняла. ничего. Спасибо. Так, Игорь, я коллеги, правильно ну, поняла, если в зуме аватарку я поставила, то, входя вот на нашу конференцию эту, будет не просто Панарин Татьяна, а будет именно фотография там, да? да, ну вот когда я отключаю видео, что вы видите? Вы видите вот такой синенький значочек, видите? Да. Вот это та аватарка, которую я загрузил. Если бы я сюда загрузил человека, то вы видели бы вот фотографию человека. Причем в настройках профиля, давайте еще раз покажу. Ну, Да, вот покажите, как загрузить правильно. в настройках профиля в Zoom в процессе нашего разговора я сделала аватарку. Она не появляется только потому, что надо перезагрузиться тогда. Да. Нет, Всё. еще смотрите, почему она может не загружаться. То есть вы должны, во-первых, изменить вот здесь аватарку, написать, как вы будете называться. Вот здесь, кстати, напишите сразу свое имя, фамилию, и будет окей. Но в самом приложении, само приложение Zoom, видите вот его? Вот если у вас вот здесь вот в правом верхнем уголочке, где я сейчас ввожу, так. Не вижу. Мы ничего не видим. Ничего нет. Круто. Демонстрации нет. Я вроде включил. Да, извините, я не включил. Не туда нажал. Конечно, она права. Вот включил демонстрацию экрана. Извините. Значит, вот сюда вы загружаете. Сюда загружаете. Ты мне скажешь. Так, Так, у кого-то опять сейчас, работает да, микрофон. Я включилась, не пойму, что. Да, вот сюда вы загружаете и аватарку, и загружаете. Да, что я включила? Нет, это не ты, а тут у меня другое включилось. Сейчас я уберу. Не могу найти, где убрать. Девочки, звук выключите, кто там разговаривает. Люда, звук выключи, пожалуйста. Опс, замолчали. Значит, повторюсь, в браузерной версии, то есть заходите на официальный сайт Zoom, регистрируйтесь здесь, и вы попадаете в личный кабинет. И вот на страничке профиля вы можете вот здесь, нажав на «Изменить», то есть загрузить любую картинку, и она будет вашим аватаром. И, естественно, написать, как вы будете называться. Вот нажимаете «Редактировать», и здесь пишите там «Игорь Черноусов». Все. И нажимаете в конце «Сохранить». Тогда у вас будет и ваша картинка, и ваше имя. Вот, но чтобы это работало, когда вы запускаете приложение Zoom, вы должны еще и в нем авторизироваться. Потому что вот здесь вот в правом верхнем уголочке, вот здесь, видите, вот тут. Если, опять же, отображается ваша аватарка, значит, вы все правильно сделали, вы авторизировались. То есть нужно будет войти в свою учетную запись, введя свой логин и пароль, и еще и в приложении. Если это сложно сделать, давайте я запишу вам урок и выложу его в компьютерную грамотность, чтобы он там у нас лежал, и все это сделали. Ну, для чистоты и совести я, наверное, так и сделаю, чтобы не было
Потом вопросов, что материала, как это сделать, не разобрались. Запишу, выложу, будет маленький урок, там у нас 2 урока, как подключиться к Zoom, и запишу урок, как зарегистрироваться, загрузить аватарку и авторизироваться в приложении. То есть все это покажу, методику, и, пожалуйста, пользуйтесь. Может быть, там запишу и про этот виртуальный фон быстренько и простенько. Так, ладно, еще вопросы есть, а то уже время достаточно много. Может быть, сейчас Ольга Васильевна что-нибудь скажет. Так, если вопросов нет, напишите «нет, спасибо». Так, все. Написали «спасибо», «нет, спасибо», «спасибо». У меня не получилось поделиться скриншотами в соцсетях. Странно. Ну, позвоните мне, я вам помогу. Все контакты я свои оставлял в каких-то из уроках. Так, ну у меня, в принципе, все. Ольга Васильевна, я могу остановить трансляцию. Если вы будете что-то говорить, я запишу. Да, я немножечко. Угу. Сейчас, секундочку.